Дорогие друзья, я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы с вами сделаем очередной общий расклад на тему его мысли о вас сегодня. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Загадывайте, пожалуйста, своего человека или троих. Выбирайте колоду, выбирайте позицию. И давайте будем смотреть. Тайм-код будет указан в описании под видео. Итак. Эти пока уберем и начинаем с первой позиции. Давайте посмотрим, каковы же мысли загаданного человека о вас сегодня. Во-первых, давайте посмотрим вообще, какова ситуация между вами, да, что происходит на сегодняшний день, какие события могут навеять те или иные мысли. Что между вами происходит, единички? Смотрите, а здесь, судя по всему, каждый сам по себе находится у вас из-за того, что либо вы в браке, либо мужчина не свободен. Здесь идет карта императрицы, и такова ситуация, что грядут перемены. Причем перемены могут быть абсолютно в разном формате. У кого-то это вывод ваших отношений на новый уровень. У кого-то здесь прям, знаете, вот перемены места жительства, у кого-то перемены в семейном статусе, да, в семейном положении. Но на сегодняшний день из-за того, что есть вот этот статус императрицы, повторюсь, либо вы в браке, либо ваш партнер не свободен, вы все-таки поодиночке. Но ситуация в ваших руках. Здесь вот эти вот перемены, они вам подвластны. Это не то, что вы плывете по течению, это та ситуация, когда вы все держите в своих руках, да, и вы, и партнер, здесь от вас многое зависит. Итак, и что же он думает о том, что происходит? А он планирует и дальше держать ситуацию под контролем. Он планирует двигаться вперед, но здесь, знаете, здесь, да, перемены на самом деле неизбежны, но он как будто бы ждет счастливого случая. Он ни в коем случае, первая позиция, посмотрите, сплошные старшие арканы. Здесь, судя по всему, судьбоносные такие моменты. Да, здесь будет что-то меняться. Пока, правда, не вижу, что есть планы у человека выходить из треугольника, но он хочет все вот эти вот перемены осуществить полюбовно, чтобы не было конфликтов, чтобы все были довольны. И именно поэтому он будет держать ситуацию в своих руках, он будет держать ситуацию вот именно под контролем, чтобы понимать, что происходит. Что еще он думает о том, что происходит? Что он думает о вас? Начнем с того, что он в принципе о вас очень много думает. Он понимает, что здесь между вами надо сокращать дистанцию. Здесь действительно, если кто-то вот именно не свободен, да, либо вы, либо партнер, не планирует останавливаться на достигнутом, ваш загаданный человек, и планирует сокращать между вами дистанцию. Здесь действительно выход на новый уровень. Да, пока какое-то время может побыть вот этот треугольник, да, пока третьи лица будут присутствовать, но на перспективу, причем это не долгие перспективы, не какие-то там заоблачные планы, а это, да, самое, может быть, ближайшее будущее. Здесь может быть вот прям в течение ближайшего года планирует ваш загаданный человек завершить один этап своей жизни и начать другой. Очень много погружается в эти мысли, очень много размышляет и планирует делать дальнейшие шаги к вам навстречу. Причем паж Пентаклей это может быть вот именно как предложение руки и сердца, да, предложение либо о совместном проживании, предложение о том, чтобы что-то менять. Что ему нравится в той ситуации, которая между вами сейчас? Что ему нравится? Верховная жрица. Вы знаете, судя по всему, Верховная жрица, да, вот эта тайная женщина, ну, здесь, судя по всему, вы в роли тайной женщины, и вы мудро себя ведете.
вы мудро себя ведете и готовы, да, выходить с ним на новый виток. Причем здесь, знаете, вы достаточно мудры для того, чтобы к каким-то моментам между вами относиться достаточно легко. Вы его не торопите, вы умеете посмотреть на ситуацию с разных ракурсов. Ну, посмотрите, здесь сплошные старшие арканы, судя по всему, здесь кардинально меняется жизнь, да. То есть здесь такое ощущение, что вот выходят люди из одной семьи и стараются, точнее, настраиваются на то, чтобы создать другую. И в тот момент, пока нужно переждать, да, вы в роли верховной жрицы, причем вы в любом случае верховная жрица, да, если вы не свободны, вы пока тайная женщина, и если он не свободен, опять же, тайная женщина это вы. Вы умеете ждать, вы умеете быть в тени, вы умеете, когда нужно сказать, когда нужно промолчать. А что не нравится? Что ему не нравится в сложившейся ситуации? Ему все-таки не нравится, что здесь присутствуют моменты, которые нужно скрывать, моменты, в которых нужно осторожничать. Присутствуют моменты, когда нужно уходить. Посмотрите, и пятерка кубков, и шестерка мечей – это оставление чего-то позади. Здесь все-таки остается позади то, что человеку все-таки дорого, да. Понимаете, здесь как бы не стремился он в новые отношения, да, действительно по любви, действительно к счастью. Судя по всему, вот в той семье, которую он оставляет, да, либо в том, что он оставляет позади, есть моменты, которые ему важны и дороги, и это, конечно же, не может не причинять ему боль или какие-то переживания. А что он хочет вообще? Чего он хочет в идеале? Чего же он хочет? Хочет двигаться вперед, хочет набраться энергии, борьбы хочет, причем в этой борьбе он хочет одержать победу, да, пятерка, шестерка жезлов, да, действительно, он хочет быть победителем, он хочет быть мужчиной, который идет вперед, да, причем, судя по всему, то, что между вами происходит, это не конечная его цель, да, сейчас очень важный, значимый этап, значимый виток, но он пока не император, он пока не король пентаклей, он пока король жезлов, тот мужчина, посмотрите, жезлы – это дорога, путь, энергия, стремление вперед, да, это посохи, то есть человек в пути находится, и он пока двигается, он сконцентрирован на том, что происходит сейчас. Он не живет какими-то, да, у него много мыслей, но он не витает в облаках. Он именно здраво может взглянуть на ситуацию и рассудить, что здесь и к чему. И вот эта энергия движения, она его как будто бы сейчас, знаете, вот она его основная цель, да, то есть я должен двигаться. И действительно, здесь и колесница говорит о том, что человек не намерен отпускать ситуацию из-под контроля. А что намерен делать? У единичек товарищ, что намерен делать? Десятка пентаклей. На семью настроен, да, на семью настроен, но вы знаете, здесь если человек, да, действительно, есть вот эта женщина, да, скорее всего, уже бывшая супруга, почему жезловая она здесь выходит, а не мечевая? Потому что, судя по всему, общение с ней продолжится. И здесь у большинства отыграется то, что не вы не свободны, а мужчина не свободен. И он оставляет императрицу, и императрица переходит, ну, так скажем, в статус жезловой королевы. Почему жезловая, повторюсь? Потому что общение здесь не прекратится. Свою семью, своих детей он планирует содержать, поддерживать финансово, да, то есть он не ставит на этом точку. Здесь, судя по всему, он поступает вот именно как истинный отец, да, истинный мужчина, который несет ответственность за то, что он когда-то взял, да, за те моменты, за которые он когда-то был в ответе. Он не снимает с себя ответственности, он так и будет покровительствовать, помогать и дальше продолжать какое-то взаимодействие. Поэтому человек стремится к семье, в которой никто не будет обделен. Это бывшая его супруга, судя по всему, никуда не денется. Но не денется она в таком достаточно
положительном, я бы сказала, ключе, да, не могу сказать, что она как-то будет присутствовать, да, в вашей жизни. Здесь ему важно, чтобы его близкие, да, его семья, дети и родители не были обижены, потому что он хочет быть победителем. Здесь будут расставлены все точки над «и». Он ни в коем случае не сбегает, он будет держать ситуацию под контролем. Все, что обещал вам, он исполнит. Все, что он должен был своей прошлой семье, да, ну, давайте так ее назовем, он все им даст. Он здесь будет нести вот эту ответственность. Поэтому здесь вот такая ситуация. Готовится ваш товарищ к переменам. Благодарю единички. Вот такая у нас позиция. Идем к двоечкам. Итак, его мысли о вас сегодня. Какова же ситуация сейчас между вами? Что у вас вообще происходит? Восьмерка пентаклей. Смотрите, здесь, скорее всего, вы коллеги, сотрудники, либо же взаимодействие у вас идет по работе, доктор-пациент, покупатель-продавец и так далее. Но на сегодняшний день все не очень хорошо. Здесь либо по работе что-то дало трещину, да, пятерка пентаклей, это какие-то потери, и вот эти деловые отношения, благодаря которым вы с человеком взаимодействовали, они либо прекратились, либо встали под угрозу. Но любовная связь между вами сохраняется, да, влечение, притяжение, желание быть вместе и так далее. Что же он думает об этом? Что же он думает об этом? Он сожалеет, и он, скорее всего, не понимает, как найти выход из ситуации. Он понимает, что ему нужно поступать правильно. Здесь, кстати, тоже может быть кто-то не свободен, потому что Иерофант, четверка жезлов, это карта, указывающая на стабильные отношения. Но то, что между вами что-то складывается не так, как хотелось бы, это человека, безусловно, расстраивает. И если здесь действительно кто-то не свободен, тот факт, что... А знаете, как здесь? Есть семья, и были у вас вот эти вот отношения, в которых вы были связаны работой. Работа отошла, да, то есть вы больше не связаны ничем. И нет на сегодняшний день возможности видеться, либо коммуницировать в том объеме, в том формате, как раньше. И он понимает, что надо что-то предпринимать, а что предпринимать, я не знаю. Нужно сохранять стабильность ваших с ним отношений, нужно при этом ничем не рисковать, поступать правильно, не ударять в грязь лицом и придерживаться каких-то принципов морали, да, делать так, как правильно, а не так, как хочется. Хотя так, как хочется, ему тоже сделать очень хочется. Что ему нравится в отношениях между вами, что ему нравится в этой ситуации? Опять Верховная Жрица. Слушайте, ну классика жанра, треугольники. Вы знаете, ему нравится то, что между вами есть взаимопонимание. Ему нравится то, что вы мудры. Ему нравится то, что вы умеете быть в тени. Верховная жрица, тайная женщина, она понимает, когда ей сказать, когда ей промолчать. Причем, вы знаете, здесь, судя по всему, есть надежда на то, что что-то возобновится, либо наладится. Потому что двойка жезлов, да, это состояние неопределенности. Но здесь не закрыты дороги. Здесь нужно просто грамотно проложить вот этот путь. И он понимает, что и у него, и у вас есть обоюдное желание для того, чтобы этот путь прокладывать. Понимаете? Поэтому здесь это огромный плюс. А что не нравится? Что не нравится ему? Не нравится то, что скучает, не нравится то, что тоскует, не нравится то, что ничего не ясно, ситуация неопределенная. Десятка пентаклей, семья, скорее всего, да? Ну, либо у вас, либо у него, опять же, я сказала. Не нравится то, что тайная связь на фоне семьи, он это понимает, И, вы знаете, скорее всего, в семьях есть детки. Карта солнышко.
Карты детей, он понимает, что здесь, если будет какое-то развитие, либо что-то нужно будет ставить на чаше весов, здесь встает вопрос семьи, вопрос детей, да, целостности семей и вопрос, ну, так скажем, эмоций, которые будут испытывать дети во всем вот в этом, так скажем, замесе. А чего хочет вообще? Чего хочет вообще ваш загадный человек, двоечки? Избавиться от страхов. Очень много страхов. Вы знаете, ему важна стабильность. Если ваш человек в браке, он хочет, конечно же, в своем браке и оставаться. Ему важно, чтобы здесь вот это спокойствие, вот эта стабильность не была нарушена. Если вы здесь не свободны, то здесь ему, конечно же, хотелось бы больше уверенности, да, ему бы хотелось справиться со своими вот этими, да, фобиями, вот с этими тревогами, и, конечно же, ему бы хотелось спокойствия, ему хотелось бы знать, что вашим отношениям, тому, что между вами, ничего не угрожает. Ну, король Пентаклей — это всегда про уверенность, да, мы поборем страхи, мы придем к уверенности, мы придем к какой-то стабильности. И что же он намерен делать? У двоечек, что намерен делать? А вы знаете, он намерен двигаться вперед. Если вы на расстоянии, то он прям приехать планирует держать ситуацию под контролем, да, здесь он отпускать на самотек не будет, перемен ждет, и хочет перемен, и ждет перемен, и надеется на перемены, причем на перемены здесь, знаете, вот по судьбе, обязательно хочет к вам либо приехать, либо появиться, показаться, как будто, знаете, вот ждет какого-то случая, да, если работа вас связывала, ждет, опять же, какого-то момента, да, делового, когда появится возможность, ну, так скажем, как это называется, предлог, да, для того, чтобы ему проявиться. Поэтому здесь человек не намерен прекращать с вами общение, и то, что сейчас сложилась ситуация, в которой затруднено, да, вот это общение, не все складывается так, как хотелось бы, это, естественно, человека расстраивает. Но он верит в то, что притяжение между вами взаимно, он в этом, я бы сказала, даже уверен, и планирует держать ситуацию под контролем, обязательно планирует выходить на связь. И все между вами, так скажем, продолжать. Бросать, финалить он не планирует. Благодарю, двоечки. Итак, идем к третьей позиции. Его мысли о вас сегодня. Троечки. Его мысли о вас сегодня. Давайте посмотрим, что вообще в ваших отношениях происходит. О, король мечей. Фигурные карты. Вы знаете, ну здесь король мечей появился. Хотела сказать мужчина из прошлого, но и шестерка кубков, соответственно, тоже мужчина из прошлого. Здесь, знаете, вернулся в ваши с ним отношения мужчина из прошлого и поставил вас в ту ситуацию, когда, а что делать? Вот надо что-то решать. Вот оно явилось прошлое. Причем прошлое, скорее всего, явилось чем-то хорошим, да, карта удовольствия. И не понимаешь вообще, что делать. Так, а его мысли по поводу происходящего? Надо что-то решать, надо думать, как быть дальше. Вверяет все в ваши руки. Он надеется на то, что вы будете здесь принимать решения. Он надеется на то, что вы в себе разберетесь. Здесь, знаете, вот он на женщину уповает. И вы разберетесь в себе, примите какое-то решение, и, скорее всего, состоится между вами какой-то диалог, который прольет свет на то, как вам идти дальше. Мысли. Хочет вам что-то предложить. Вы знаете, конечно, он считает, что вы пара. Король жезлов, королева жезлов. Пусть этот человек из прошлого вернулся, но, во-первых, вы пара, во-вторых, он хочет сделать вам какое-то предложение, от которого вы не сможете отказаться. И вы знаете, скорее всего, этим предложением будет ситуация, в которой нужно, знаете, просто
взять паузу. Не то, что отношения на паузу поставить, а просто успокоиться. И вот эта пауза, она нужна для того, чтобы решения принимались не на эмоциях. Он, конечно же, позволит вам самой принять решение. Он, конечно же, позволит вам действовать так, как вы хотите. Но он считает, что вот эти решения, их нужно принимать не на эмоциях, а в спокойном состоянии. Именно поэтому сейчас он, возможно, это будет какой-то отдых, да, возможно, там поход в спа-салон или еще куда-то, но его цель привести вас в состояние равновесия, когда вы умеете соображать здраво, а не под влиянием стресса. Что ему нравится в этой ситуации, что ему нравится в отношениях с вами? Вы знаете, он почему-то уверен в стабильности. Семерка мечей, вы знаете, здесь такое ощущение, что человек давно собирался что-то сделать и никак не решался. А вот эта ситуация, которая между вами, она как будто стала катализатором к тому, чтобы совершить вот этот вот рывок. И сейчас как будто бы вот эта ситуация, она показателем является, да, то есть она как лакмусовая бумажка, как индикатор для того, чтобы расставить точки над «и» в ваших отношениях, показать, кто чем дорожит, показать, кто, что кому дорого, да, кто что не хочет терять, и двигаться вперед. Причем, вы знаете, судя по всему, он здесь, несмотря на то, что будет давать вам возможность выбирать и решать, он здесь понимает, что все равно власть-то в его руках, понимаете? Он все равно понимает, что он владеет ситуацией. А что не нравится ему? Что ему не нравится? А ему не нравится то, что вот с этим человеком из прошлого у вас могут быть какие-то общие моменты, какие-то точки соприкосновения. И вы знаете, он боится, не то что боится, а это скорее всего факт. Вот эти точки соприкосновения, вот эти общие моменты, да, вот с этим мужчиной из прошлого, они могут быть таким весомым аргументом для того, чтобы вот этот король мечей одержал победу. Пусть временную, но победу. А чего хочет ваш мужчина? Хочет он сделать вам предложение, хочет с каким-то предложением, причем, знаете, здесь предложение, да, действительно будет такое, чтобы вы тщательно все взвесили и обдумали, понимаете? И он хочет, чтобы вы руководствовались здесь чувствами, потому что он, скорее всего, уверен в том, что чувства у вас к нему искренние. Да, и здесь знаете, чего он хочет? Здесь как будто бы будет ставиться вопрос ребром. Несмотря на то, что вас вот с этим мужчиной из прошлого связывают очень многие моменты, здесь мужчина ваш, он позволит вам решать, да или нет. Но он подведет вас к тому, чтобы вы сделали такой выбор, когда на прошлом будет поставлена точка. И здесь не будет уже никаких компромиссов. Там общаемся по субботам, по поводу детей, по поводу еще чего-то. Здесь точка будет четкая, да, либо туда, либо сюда. И он, скорее всего, уверен в том, что вы выберете его. Потому что ситуация у него под контролем. И он, знаете, здесь не компромисс даже будет, здесь ультиматум будет. Да, вы будете выбирать, но здесь будут, судя по всему, поставлены такие условия, в которых вам придется вот именно на прошлом поставить точку, да, то есть он скажет, либо со мной точка, либо с вот этим из прошлого точка, но он уверен в том, что вы выберете его. И давайте посмотрим, что же он намерен делать, ваш нынешний человек. Правосудие. Все по правосудию.
Вы знаете, он будет действовать очень спокойно, очень взвешенно. Он будет бороться, но бороться будет по правилам. Здесь игра будет честной. Если актуальны юридические вопросы, заключение, расторжение брака, раздел имущества, оформление документов, там, усыновление, удочерение, здесь все это да. Здесь все это человек будет делать. Человек будет подключать юридическую сторону. Причем, вы знаете, он здесь в своей силе уверен. И он даже не будет капризничать, истерить, да, здесь очень спокойно он будет себя вести, но при этом он будет бороться, он действительно будет бороться за то, что ему дорого, а судя по всему, дороги ему вы. Поэтому здесь троечки, делайте выводы сами. Благодарю всех за просмотр сегодняшнего видео. Вот такие у нас 3 позиции, вот такие мысли ваших загаданных людей о вас сегодня. Буду благодарна обратной связи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Хочу знать, как у вас отыгрываются общие расклады. Всех благодарю, до встречи в новых видео.